Давайте поговорим о досветке растений в теплице. Видео будет состоять из двух частей. Это видео состоит из двух частей. Первая часть. Проговорим про такую досветку, про днаты, а вторая часть про диодную досветку. Днаты — это лампочки натриевая высокого давления, 400 ватт. Здесь находится в специальном отражателе, и такие же лампы при выращивании рассады использовал и я. Они довольно много потребляют энергии, чтобы она светила, горела, и их уже давно используют. Уже люди знают, как ими работать. В 100 ватт лампы на метр квадратный, то есть такая лампа 400 ваттная на 4 метра квадратных, на высоте 2 метра, метр 70 до 2. И лампа выполняет те функции, которые от нее требуются. Идет досветка растений. Спектр там и красный, и синий, и желтый, и зеленый. И зеленый, который не нужен растению. Но больше все-таки полезного спектра, и растения себя чувствуют довольно комфортно. Известно, что растениям нужен синий цвет и нужен красный. Синий нужен там, наверное, для вегетативной массы, красный для цветения и созревания плодов. То есть баланс синего и красного спектра это отвечает за рост и развитие растений. В диоды же используют два цвета, синий и красный. Чаще всего можно увидеть как два синих диода и 4 красных, и потом получаются какие-то диодные ленты, которые светят на растения. Эти лампы уже испытаны еще со времен Советского Союза, они к нам пришли, их мы до сих пор не меняем. И все крупные тепличные комбинаты на гидропонике используют такие диоды, такие лампы, ДНАТ. А диодные системы досветки, первая в мире появилась в Уманском тепличном комбинате. Там компания Philips расположила на площади пол гектара или гектар. Это были первые в мире, потом остальные все начали копировать и их делать. А далее будет видео про диодную досветку. Про диодную досветку на рассаде. В заключение по днатам я хочу сказать, что днаты это проверенный вариант. С диодами нужно экспериментировать, потому что это будущее. И от него мы никуда не уйдем. Скоро все будем выращивать на диодах. А здесь перец, выращенный с помощью диодной досветки. Это рассада в 40-й кассете, и через 3-4 дня она будет высаживаться на постоянное место. Здесь применялась досветка с помощью таких диодных модулей. Они 1,20 м длиной и 18 ватт их мощность. Здесь 4 красных, 2 синих. И так они чередуются. И можно сейчас по растениям увидеть, что они имеют такой черный цвет. Это означает, что растениям приходит максимально полезный, нужный спектр. Он весь усваивается. Нету освещения, которое не усваивается листом, и оно не отражается. То есть мы видим лист черный, значит ничего не отражается. Это максимально эффективное использование электроэнергии. Этих 18 ватт, они все поглощаются растением. Только остается один вопрос. Самый главный вопрос. Получаем ли мы получает ли растение то, что нужно? Хватает. На какой высоте нужно разместить эту диодную ленту? То есть это мы еще не знаем. На какое количество площади хватает этой диодной панели, и эффективна ли она? На днатах явно видно, что есть там эффект, и мы уже знаем, что там нужно 100 ватт на метр квадратный, высота до 2 метров, и все будет хорошо. Здесь неизвестно, какая высота. Но все же, с применением диодных лент, как в данном случае, рассада получается лучше и более хорошо построена. То есть полностью компенсировать того света, который не хватает, нет, этого не хватает. Но это лучше, чем ничего. И это дешевле, чем днат. А главным минусом диодной досветки является то, что эти диодные панели, эти ленты диодные делают разные производители с разных стран. И, допустим, здесь вот на этом примере явно видно, что эти ленты, панели 1,20 м длиной, имеют определенную очередность, 4 красных, 2 синих, и они светят все по-разному. Как в этом примере. Мощность у этих лент одинаковая. 18 ватт и 18. 4 красных, 2 синих. Так же самое, 4 красных, 2 синих. Но в этом случае есть обычный красный цвет, немножко желтизной, и синий цвет обычный. Здесь темно-синий и такой розово-красный, даже темно-красный.
и растения под этими диодами. Здесь такие явно черные, какой-то даже синевой, а здесь черные с какой-то белесостью. И какой из них светит лучше, это непонятно. И что самое главное, это в одной фирме у одного производителя. И какой мы имеем результат на выходе. Но все же, такая досветка лучше, чем отсутствие ее вообще. Напиши в комментариях, используешь ли ты досветку, если используешь, то какую. И есть ли от нее эффект. Потому что это все познается в сравнении. И мы здесь, в нашем обществе и в нашей стране, мы сами себе проводим эксперименты. Раньше, когда работали институты, они проводили эксперименты и доказывали, что там такая лампа лучше, чем лампа обычная с нитью накаливания. Это все проводилось экспериментально. Сейчас проверить, что работает такая лампа или нет, нужно, тут лампа есть, а здесь нету. И смотрим, как развивается растение. Так же самое нужно сделать с диодами. Работают они или нет. Здесь диоды, а здесь нету. Потом высадили в разные места и посмотрели, что мы получаем в конечном счете.